Dneska jedeme evakuovat asi 50 lidí, převážně ženy, děti a staré lidi, kteří odchází především z kyjevské oblasti před bombardováním, před útoky na civilní cíle a podobně. Jsou to převážně lidi od krymsko-tatarské národnosti, z kyjevské oblasti, rodinní příslušníci lidí z neformálního krymsko-tatarského parlamentu Medžlis a je to skupina, která dlouhodobě je pronásledovaná ruskými represivními složkami. Со стороны России есть небольшие угнетения, и крымским татарам сейчас тяжело бывает некоторым, потому что с новыми законами, которые принимаются в России, они и влияют на свободу слова нас, которые, крымских татар, которые пытаются высказаться как-то там. Да, мы уехали не в 2014 году, мы уехали в 2018, по-моему. В 2019 году мы уехали. Просто потому что там сейчас тяжело и хочется как-то развиваться, тем более мы уехали на родину, в Украину, но планируем возвращаться, когда будет поспокойнее там. То, что мы переживаем сейчас, такую тяжелую ситуацию, немного отвлекает, и мы действительно чувствуем себя в уюте, в добрых руках, в милых. Поэтому мы очень благодарны, что нас встретили так добродушно. Конечно, если вам будут какие-то-нибудь соки, булочки, не знаю, сладости, все у нас есть, значит, скажите. И тоже будем делать остановки на автозаправках, чтобы могли зайти в туалет и так дальше. На самом деле мы очень хотим вернуться в Украину, в Киев. Нам было очень тяжело уезжать. Поэтому мы сейчас просто планируем приехать в Европу. Очень благодарны на самом деле каждой стране и каждому человеку, который готов принять нас. Хотим переждать тут весь этот ужас, а потом, скорее всего, мы планируем вернуться, да. И поехали мы из Харькова во Львов, потому что там нельзя находиться. Там бомбят самолеты, и там нельзя выйти на улицу. И мы сидели в подвале 8 дней и не выходили, потому что дома рушатся, школы, садики, дома, где живут люди. Это все, детям это вообще страшно. Сбили самолет над нашим районом прямо. Сейчас еще чуть-чуть. Прямо перед ним. Но сможем ли мы вернуться? Мы не сможем, обязательно. Мы надеемся, что мы сможем, но останется ли там что-то? Там полностью район, дома разбитые, дома жилые. То есть там нету объектов никаких, там просто жилые пятиэтажные дома, школа, садик, спортивные стадионы, это все разрушено. Это Сатовка, это самый населенный жилой район, 600 тысяч в нем проживает. Вот так она выглядит. То есть у нас нет куда идти. И в подвалах еще там сидят люди, боятся, что оно сейчас на них все рухнет. А идти некуда. В соседних подвалах тоже. Uvědomujeme si, že zachraňujeme 50 lidí a že na hranicích čeká okolo milionu a další možná 2-3 miliony lidí jsou v pohybu, ale je to jedna z mála věcí, kterou můžeme v této situaci udělat, najít těm lidem dobrý domov, doufáme, že dočasný, že budou mít možnost se vrátit tam, kam chtějí. Добре, тоді ми скажемо, що наша історія почалася також, як і у кримських татарів, в Криму в 2014 році, після того на Донбасі. Це вже такі стосуються проблеми такої, як пишуть, нещодавно почали писати в західній СМІ, що осіб з інвалідністю ніхто не евакуює.
Наприклад, з нашого інтернату, хто жили, втекли тільки ми втроєм і все. Як вам відомо, склали списки про українських активістів. І їх першими збираються вбивати в процесі денацифікації. Все, хватить. Так що це насправді небезпечно. Все. Ви його не встановите. Нас знають, і хто-небудь обов'язково скаже, і по нас прийдуть на першу чергу. Хоча ми начебто фізично не можемо нічого робити. Ну що, мої товариші, які в Києві живуть, вони зараз в територіальній обороні, у них автомати, вони там воюють, захищають Україну. Хоча раніше вони думали, ой, на Донбасі не захотіли теж воювати, в Київ поїхали бізнес робити і жили там собі спокійно. А тепер війна їх догнала у Києві, таким чином. Вони і самі не чекали. Тут кто Шойгу и Лавров, и вместе с этим идиотом, у них просто нет объяснения. Они ненормальные, дебилы, уроды, мрази. Я не знаю, как их назвать, почему. Только поэтому, другого нет. Я их не выполнить. Это как 37-й год. То есть не сказали тебя, потому что ты за Украину, мы тебя убьем. То есть вот так это. Я так это вижу. Это мое мнение, я так думаю. Jsou tam lidé krymsko-tatarské národnosti, to jsou tedy lidé, kteří například byli vynuceni odejít z Krymu po jeho okupaci v roce 2014. Ve skupině jsou i lidé z Doněcka, kteří před ruskou armádou prchali po té, co ruská armáda okupovala Donbas. Takže někteří ti lidé vlastně v krátkém období utíkají po druhé a po druhé přišli o svůj domov. V Ukrajině dále zůstávají lidé, kteří jsou ohroženi ruským režimem, protože jsou to například občanští aktivisté, lidskoprávní aktivisté, nezávislí novináři a někteří se rozhodli v těchto těžkých podmínkách tam zůstat a my se jim snažíme pomáhat.